Приветствую вас, друзья-карпятники! Сегодня у нас выдалась отличная возможность снять вторую часть фильма «Азбука карпфишинга». Пригласили нас на отличнейший водоем в английском стиле, который находится в Житомирской области, называется поселок Плитница. Значит, последний свой фильм мы сняли 2 года назад. Первая часть фильма была направлена для людей, которые только делали первые шаги в карпфишинге, и мы постарались показать все азы, базовые знания. Сегодня в нашем фильме мы попытаемся рассмотреть монтажи, тактику ловли и оснастки, которыми пользуются наши спортсмены. Итак, водоем небольшой, по моему мнению, гектар 7, зеркало небольшое. Дистанция до противоположного берега около 170 метров, мы точно еще не мерили. Сейчас будем промеряться, все смотреть. Значит, мостик в нашем расположении достаточно удобный, большой, но я буду стараться минимально там находиться, потому что зеркало достаточно ровное, прямое, и я думаю, что я буду сам себе мешать, если я там буду все время находиться. Потому весь лагерь я буду располагать возле мостика. Там будет стоять только радплод, подсака и мат. Ну что ж, давайте раскладывать вещи. В нашем распоряжении всего лишь 1 сутки. В первом фильме мы говорили о том, что карпа надо много кормить. Как покормишь, так и половишь. Но в данном случае водоем у нас небольшой, он не запрессован рыболовами, тем более рыболовными спортсменами. Повторюсь, это практически дикий водоем. Здесь только всего лишь несколько помостов. Я думаю, что будет правильно сделать ставку на очень точное кормление. Очень точечное и минимально шума допускать при этом всем. Значит, для того, чтобы максимально себе помочь, быстрее привлечь карпа, рыбу, карпа, и амура, здесь очень большая зарыбленность одного и второго вида, я буду все-таки использовать ПВА-стики. Буду минимально кормиться спомбом, скорее всего это будет 2-3 спомба на каждую удочку, и ловить я буду непосредственно с пятна. То есть буду забрасывать палку и сверху закладывать на него 1-2 спомба. Каждые 40-45 минут, не чаще и не реже. Я думаю, что если сегодня поднимется солнце вверх, ближе к 12 дня, я, наверное, перейду на зигриг. Сейчас я еще буду ловить со дна. Значит, что в стик-микс пойдет? Карпура разработала в этом году новую серию метод-миксов. Это 4 линейки: криль, свиткорн, специи и халибут. Вот мне кажется, что надо сделать ставку в данном случае именно на свиткорн. Это такая нейтральная, не ярко выделенная какими-то супервкусовыми качествами, но при этом абсолютно натуральная методная смесь, и которая отлично подойдет для ПВА-стиков. В ПВА-стики я также добавлю чуть-чуть пельца мелкого, 3-миллиметрового. А в качестве сподовой смеси я буду использовать исключительно сегодня коноплю и опять же мелкий перец. То есть будет все очень-очень лаконично. И ввиду ломаных бойлов подроблю их руками на 12, где-то так вот, на 8 частей усредненно. Для того, чтобы этот бойл ближе к ночи уже начал работать. Сейчас я его введу через сподовую смесь, а ближе к ночи он только начнет работать. А первоначально быстро рыбу буду стараться поймать именно с помощью конопли, с помощью пельца. Ну а в качестве стик-микса, повторюсь, буду использовать этот метод микс свиткорн, который состоит из птичьего корма, сделан на основе, а также других свободных аминокислот. Итак, сейчас давайте сделаем смесь для ПВА-стика и потом замешаемся сподовую смесь. Опять же, сподовую смесь я буду готовить каждый раз непосредственно перед кормлением, потому что конопля имеет эффект отдавать влагу и потом начинает лифтить. Мне это не надо, мне сейчас надо как раз, чтобы я покормился и сразу же на дне оно все упало на дно ровным слоем. Потому я буду непосредственно перед самым кормлением все замешивать. Все будет очень лаконично, точечно, без какой-то массовой бомбардировки с помбами и т.д. и т.п. Ну а в качестве насадки буду использовать уже устоявшуюся проверенную насадку, которая называется перец.
Пеллец разных видов, пеллец сверленный. И в качестве подсадки буду использовать шапочки не шапочки, а половинки поп-апу. Это одна будет основная насадка. Вторая основная насадка, которая сейчас очень сильно популярна у спортсменов в нашей стране, по крайней мере, знаю точно, это так называемые тапочки или плавающая пена. Значит, из нее мы будем делать тоже минимальные комбинации и покажу вам, как с помощью маленьких вот этих вот искусственных насадочек можно ловить большую рыбу. Для удобства замешивания стик-миксов я взял у зимних рыбаков такое маленькое удобное сито, которое служит для просеивания мотыля. Я через него пропущу стик-микс. Я как бы уверен, что в этом метод-миксе ничего нету крупнофракционного, но для большего успокоения для себя лично. Я вам даже покажу сейчас его фракцию. Можно увидеть, что уже в этом метод-миксе есть много мелкого пельца. То есть по большому счету ничего добавлять не нужно. Все, что нужно будет сделать, это довести до нужной консистенции с помощью ликвидов, бустеров, что вы будете использовать. Замешивать много не буду. Может быть, я ошибся, и потом в случае отсутствия каких-то положительных результатов перейдем на другую ароматику метод-микса. Возьму небольшое количество. Так, сейчас сделаем маленький микс сподовый. И он будет настаиваться. Пока он будет настаиваться, я возьму маркерную удочку и промаркирую сектор. Значит, в качестве сподового микса я буду использовать варенку. Варенку буду ломать на очень мелкие куски. Она свежая, то есть ее не надо резать. Ее очень удобно ломать руками. Никакой крупной фракции я не буду давать, потому что, повторюсь, буду кормиться очень точечно, без массового закорма. Очень-очень локально, на каждую удочку по 2-3 ракетки. Каждый час, каждые 45 минут. Посмотрим все от сегодняшней отдачи по рыбе. Готовая конопля. Очень удобная фасовка, 450 грамм. Как раз количество, которое достаточно для такого вот способа кормления, который я выбрал на этой рыболовной сессии. Пальчику перца. Значит, бойл вареный Рубин Ред. Давно известно, что специя является раздражителем для карпа, очень хорошо отзывается, особенно крупная рыба. Это такой естественный усилитель вкуса, вкусовых рецепторов, потому именно его я взял за основу для нашей сподовой смеси. Опять же, ничего такого не будет здесь умного, только вареночка, только конопля и только пеллец. Вареночки будет очень-очень мало, наверное, грамм 350-400 на одно кормление, не больше. Ну, вот такая получается смесь. Очень мелкофракционная, она заставит карпа остановиться на месте и очень долго выбирать каждую мелкую крупинку нашего сподового микса, что опять же позволит нам задержать его некоторое время на нашем кормовом столе. Это тоже важно. Этот момент в последнее время стал очень актуальным, и я знаю точно, что именно на соревнованиях сейчас спортсмены практически отказались от крупной фракции. Она актуальна, конечно, когда большое количество мелкой рыбы, и вам надо огромные косяки рыб как-то удержать, прокормить на столе. Но вот в дневное время, в такую летнюю жару, все-таки рекомендовано использовать все-таки больше мелкофракционный корм. Именно он способствует легкому усвоению рыбы, и она очень хорошо отзывается на него. Все, сейчас нашу сподовую смесь мы оставим вот так вот минут на 15-20, а сами соберем маркерную палку и посмотрим, что у нас вообще на водоеме, потому что я впервые здесь и даже не имею представления по глубинам. Последние 2 года мы начали замечать такую тенденцию. Рыболовы в качестве маркерного удилища начали использовать сподовую удочку.
Это, конечно, оправдывает себя, когда надо действительно маркериться очень далеко. И, наверное, в первую очередь рыболов уже ориентируется по поплавку, по глубине. Скажем так, сенсорные свойства вот такой удочки намного ниже, чем у классической маркерной. Но как вариант можно это использовать. И, в принципе, мы пошли дальше и сделали палку 2 в 1, называется она спод-маркер. Значит, это сподовая удочка с тестом 5 ЛБ, но имеющая насечки маркера. Вот в данном случае у меня сподовый образец, значит, 12 футов 5 ЛБ. Я хотел бы ее сегодня как раз использовать в качестве маркера. Чем удобно такое использование таких удилищ? Оставляем ту же самую катушку со шнуром и просто снимаем маркерную оснастку и вешаем туда спомб и просто кормимся. То есть рыболов экономит на времени сбора и разбора 2 удилищ и экономит место у себя в сумке с удилищами. Итак, сейчас соберем маркерную оснастку. Значит, в качестве лидера, в качестве основы будет стоять шнур. Шнур не толстый, 0,14, а в качестве шок-лидера будет использован конический монолидер. От Крапро это новинка этого года. С первоначальной толщиной 0,22 и на выходе 0,55. Ну, сейчас соберем, посмотрим. Значит, маркерная оснастка у меня самая простая. Установленный конусный монолидер. На выходе у него толщина 0,56. Запас прочности больше, чем. Его даже хватит для того, чтобы кидать спомб. Значит, берем стандартный маркерный отвод. Я не уверен, что там нету травы какой-то, потому лучше мы возьмем эту оснастку для того, чтобы поплавок гарантированно всплыл. Стандартное грузило. Маркерная 105 грамм, ну и поплавочек, самый обычный. Сейчас уже солнце практически поднялось, практически в зените, и потом я буду выбирать черное перо, его лучше всего будет видно на солнечной воде. Ну, собираем оснастку. Значит, ловить я планирую на 4 удилища. Сейчас сделаем первый маркерный заброс. Самый первый заброс я рекомендую делать не силовой, а такой пристрелочный, для того, чтобы проверить вашу оснастку на прочность. А потом дальше уже начинаете маркериться на полную мощь. Маркеримся. 30, 60, 90, 1,20 м, 1,50 м, 1,65 м и 1,70 м. 1,70 м, падение на 10 сантиметров. О, что-то интересное. Тридцать, 60, 90, 1,20 м, 1,50 м, 1,50 м. Сейчас еще раз утоплю, посмотрю. Тридцать, 60, 90, 1,20 м, 1,35 м, 1,40 м, 1,50 м. Не вижу. 1,55 м, 1,60 м, 1,65 м, 1,70 м, 1,80 м. Мне нравится. Супер, 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 супер. Выход, выход, оп, вышел. Тридцать, 60, 90, 1,20 м, 1,50 м, 1,65 м, 1,80 м. Супер, есть. Тут очень важно не сходить с места во время маркирования, потому что это вот вы не нарушаете тем самым
своим туловищем углы не ломаете по воде. 30, 60, 90, 1,20 м, 1,5 м, есть. Тридцать, 60, 90, 1,20 м, 1,35 м, 1,5 м, есть. Тридцать, 60, 90, 1,5 м, есть. 30, 60, 90, 1,20 м, есть. Значит, отмаркерили первую удочку. Первый заброс я не делал супер далеко, но получилось, я не добросил до того берега 1,8 м. Значит, самое глубокое место, которое я нашел, это 40 метров от того берега. Это было самое глубокое место, так подозреваю, это русло. 2 метра, 2,05, но 2,05 это по поплавку, и минус отвод 25 сантиметров. То есть, грубо говоря, 1,80 м, 1,75 м самое глубокое. И самое мелкое место под вымазкой я намеренно подтянул сюда поплавок, для того, чтобы понимать на вываживании, с чем я могу столкнуться, с какими преградами. Здесь 90 сантиметров, минус 20, и того получается на 70 сантиметров под ногами. Также я отметил себе два интересных места с глубиной 1,80 м и 1,95 м. Они такие были интересные с выходами плодой. И одно плато глубиной 1,60 м. То есть пока 4 точки на одной удочке больше, чем достаточно. Я не буду сильно останавливаться на остальных удочках. Я думаю, дно будет идентично. Я обязательно пройду маркерным удилищем по каждому этому. Ну, грузило имеет характерный запах. Я так подозреваю, что все-таки pH дна очень высокая, потому, наверное, преобладать будет все-таки какая-то кислая насадка или повышение кислотности. А повышать кислотность можно с помощью ЦСЛ, с помощью меласа. Это все такие хитрости, которыми пользуются спортсмены для того, чтобы активировать карпа вот в такое время года жаркое. Ну вот, как видим, травка какая-то присутствует. Запах у грузила такой характерный, я же говорю, специфических. Ну, это не сильно хорошо, потому что я планировал ловить на тонущие насадки. Наверное, придется ловить все-таки на плавающие. И повторюсь, как я говорил раньше, я буду использовать сегодня пеночку, а у пенки получается монтаж у этого тапочка сбалансированный. Когда крючок лежит на дне, стоит, а маленькая пеночка стоит, получается, уже в толще воды. Такой вафтерс получается своеобразный. Ну, сейчас пойдем перенесем то, что я намаркерил на колышках, посмотрим, какие длины, запишем это все в наш журнал и составим такую микрокарту сектора по всем остальным удочкам. Пойдем. Итак, сейчас сделаем ПВА-конфеты. ПВА-стики я буду вязать не крупные, потому что по личному наблюдению, а также по наблюдению многих спортсменов, работает конфета лучше всего мелкого размера. Это во-первых. Во-вторых, обусловлено еще тем, что я сегодня буду ловить на дистанции за 150 метров. Два удилища, третье и четвертое, это два крайних права, будет лежать у меня на самой максимальной дистанции. Одно будет лежать на 168, другое будет на 150. Первая, вторая, это две левые удочки, будут лежать на дистанции 80 и 90, ну, усредненно. Там размер конфеты не так будет влиять на дальность и на точность заброса, а вот, конечно, для дальних удилищ все-таки надо делать такие конфеты небольшого размера. Но, опять же, повторюсь, и маленькая конфета лучше работает, это замечено многими рыболовами. Ну, вот размер сейчас буду вязать. Вяжу я без плунжера, можно вязать с плунжером. Я пользуюсь обычным какой-то любым колпачком, которым я уже привык пользоваться. Я на глаз примерно насыпаю одно и то же количество. Выбиваю то, что мелкое, подсохшее. И таким образом вот утрамбовываю конфету до состояния камушка. Она потом будет лучше взрываться на дне. Но это тоже очень важный такой момент.
Получается, у ПВА стика тоже должна быть своя механика. Вот. Эту механику можно добиться с помощью как самой консистенции конфеты, то, что находится внутри, но и с помощью вот такого вот способа ее изготовления. Конфет много навязывать я не буду, буквально там 10 штучек, не больше, чтобы было на 2 перезаброса. Конфета будет подсыхать ПВА стик, потому я его буду периодически брать и подвязывать перед самим забросом. Конфет потом сделаем оснасточки. Как я сказал ранее, попробуем сегодня в качестве насадки использовать пеллетс. Пеллетс попапом с подсадкой шляпки попапа. Также чистый возьмем попапчик. Ну и, понятно, будем использовать уже полюбившийся всем так называемый тапочек или плавающая пена искусственная. Она бывает разных диаметров, разных цветов. Ну, как правило, для себя уже выбрал самых 3 полюбившихся цвета. Это желтый, черный, красный. 90% работает черный и желтый, но бывают такие случаи, когда надо включать и красный цвет. Какие-то предпочтения у рыбы. Ну, по всей вероятности, это в зависимости от той среды, которая живет в озере, в данном, где вы рыбачите. Наверное, что-то ему напоминает, что-то имитирует. Потому лучше всего иметь, конечно, 3 цвета под рукой. У вас всегда должна быть под рукой вот такая коробочка для проверки конфет. Я ее проверил. Сейчас я под камеру покажу, как она у меня открывается. Открывается она приблизительно на 10-й секунде. То есть я точно понимаю, что после заброса есть даже возможность подтянуть монтаж, если мне надо его подтянуть уже там непосредственно в воде. Сейчас я попрошу оператора взять крупным планом воду. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Конфета открылась. Видим, она немножко взорвалась и пустила вот эту вот муть. Как мы видим, сейчас конфета полностью раскрылась. Мелкая фракция, мелкодисперсионная немножко помутила, такая механика. А вот крупный пеллетс остался лежать аккуратненькой кучкой. И оно происходит такое обсыпание легкое. Что-то сродни флет методной кормушки. Обсыпается таким образом, формирует горку, естественную горку кормового пятна. Так, сейчас закончим с конфетами. Сколько? 5 штучек есть. Давайте еще 2 свяжем. Очень удобно работать с такими коробочками. Потому что если в этой коробочке его держать в закрытом состоянии, то всю эту смесь можно перед тем, как вязать конфеты, можно завоздушить. Такое движение сродни ситу получается. И таким образом периодически вы подтрушиваете, и у вас вся смесь завоздушивается, и получается еще более правильная механика работы в нее. Все, закрываем, оставляем в сторону. Сейчас свяжем поводки. Итак, будем вязать мы его на безоплеточном материале. 15 ЛБ, 15-20 ЛБ, 25 я очень редко ставлю, когда знаю там заведомо, что живут какие-то гиганты в воде. А так стараюсь толще 15 или 20 ЛБ не использовать. Крючочки тоже буду использовать, как обычно, не крупного размера. Мой любимый 8 размер White Gape. Стандартный этот крючок уже проверен, перепроверен. Он недорогой, но вместе с тем сходы на него минимальные. У каждого карпятника там есть миллион своих монтажей, и надо понимать четко, что не может быть у всех рыболовов одинаковый любимый монтаж. Потому все вяжут те монтажи, которые им привычны, и они знают, что они работают у них идеально, они в них верят. Потому я также сам стараюсь в последнее время ловить исключительно на один и тот же монтаж. Это классика жанра. Значит, для монтажа с пельцем я использую такие вот стопора, которые закрывают пеллетс изнутри, отверстия, которые сверленные в пельце есть. Вот они его закрывают, и пеллетс таким образом немножко дольше растворяется и, соответственно, немножко дольше держится на самом крючке, на насадке. Ну, спасает минут на 30 дополнительных еще. Значит, стопорочек этот мягкий, резиновый.
Поэтому одеваем его вот так вот и протаскиваем до самого нужного нам момента. Потом берем, одеваем. Ну, стандартный классический монтаж, тут никакого вообще нету новшества, ничего. Я говорю, каждый использует те монтажи, в которые он верит. Я в эти монтажи тоже верю давным-давно. Берем нашу насадку. Насадка, это я возьму перец 9 миллиметров. Он жирненький, на солнце постоял. Все как положено. И буду использовать половинку сливы по-папа. Беру, одеваю это на волос. Где-то были стопора. Вот они есть у нас, стопора. Стопора есть. Ставлю один стопор. Такой плотненько. И вот опускаю этот стопор, который закрывается прямо в отверстие пельца. Ну, есть любители, сторонники эстетики. Я отношусь проще к этому делу. Раньше думал, что... Ну, давным-давно я так думал, что чем красивее, тем лучше. Но потом, как оказалось на практике, что надо делать всякие ломаные линии, более естественные. И вяжем. Обычный монтаж. Можно подтянуть. Ну, в принципе, так как я всегда делаю намотку в две стороны на крючке, сначала в одну, потом в другую сторону, то практически подтяжка здесь и не нужна. Все, монтаж готовый, поводки будут не длинные. В качестве монтажа у нас будет румынский инлайн, так называемый. Это то, что сейчас очень сильно любят спортсмены, чем пользуются. Значит, построение этого монтажа достаточно простое. Достаем из грузила инлайн вставку родную, отрезаем этот хвостик ненужный, вставляем сюда запаянную с одной стороны зажигалки трубку, она сюда заходит, вводим назад вот эту вот стопорящую часть из нашего же грузила, здесь одеваем отбойную бусину и вешаем быстросъемный вертлюг. Я использую Flexi модель, потому что у нее лучшая подвижность. И по большому счету все. Монтаж готовый. Вот этот вот пластиковый стабилизатор, он очень сильно стабилизирует полетные свойства грузила во время ветра и достаточно хорошо справляется, пробивает ветер. Это раз. Во-вторых, его преимущество в том, что он выступает с противозакручивателем и помогает избегать перехлёст поводка во время заброса. Длина поводка во время заброса летит все вот таким вот образом вперед грузилом, потому дальность полета тоже у такого монтажа очень высокая. Эта бусина выступает стопорящей, она должна двигаться очень-очень свободно при минимальном, потому что мы помним, самое главное призвание карпятников — не навредить карпу. Вот эта вот бусина нам позволяет слетать в монтаже в случае обрыва. Трубки эти бывают прозрачные, бывают черного цвета. Вот такие черные. Монтаж собирается очень быстро и, в принципе, засечка у него практически 100%. Итак, поводочек я делаю не длинный, сантиметров 8. Так, подзатянем. Отрежем ненужное. Теперь возьмем обычный противозакручиватель резиновый и отрежем от него сантиметра 2 кусочек трубочки, только для того, чтобы закрыть на быстросъемном вертлюге наш поводок.
Я же говорю, трубка выступает это противозакручивателем, потому здесь он целиком и не нужен. Все. Лишнее здесь. Так, смотрим, одеваем трубочку. Одеваем. И одеваем на наш монтаж. Закрываю, и у меня здесь видно, что поводок имеет подвижность на самом вертлюге, потому что я оставил открытую часть поводка. Это тоже такая маленькая интересная деталька, которая помогает подвижности вашего поводка. Ну, все. А теперь осталось подцепить конфету или ПВА-стик и забросить это все в воду. Одно из удилищ я хочу оснастить искусственной насадкой плавающей пеной. Значит, эта пена имеет структуру, которая впитывает в себя. Она очень мелкопористая, она впитывает в себя хорошо всякие дипы, бустера, ликвиды. Можно придать любую ароматику, так она продается без запаха. Ну вот я же говорил ранее, там 3 цвета я себе выбрал, самые рабочие. Сейчас буду пробовать ставить черный. Значит, монтаж достаточно стандартный, так как это плавающая насадка, то вяжем ее, соответственно, как и для плавающих монтажей, так, чтобы она касалась цевья. Значит, относительно отгрузки. Ну, я уже теоретически, практическим путем давно подобрал вот этот 8 размер крючка White Gape, отлично балансируется с таким размером тапочка. Сейчас я покажу, как оно должно быть в воде. Значит, расположение крючка называется остановление его на лоб. Ну, это очень важный момент такой. Вот тут можно очень легко ошибиться, оставить чуть-чуть больше плавающей пены, у нее очень положительная плавучесть, она поднимет ваш крючок, и вы будете думать, что ловите со дна, вот на такую взвешенную оснастку, а по факту будете ловить на плавающую в толще, там, где вы не планировали ловить. Вот этот монтаж отлично себя показал в соревновательных дисциплинах, неоднократно выигрывали спортсмены на соревнования на вот такие вот монтажи. Хитрость в чем? В том, что рыба, в принципе, воспринимает это все за какую-то съедобную, может быть, безвредную какую-то наживу. Ну, в данном случае большую роль колоссально все-таки еще влияет стик. Потому что рыбы подходят на стик, так и говорят, что ловит не тапочек, а ловит стик. Вот этот монтаж как раз позволяет нам, когда есть сомнения по насадке, что ставить в жаркую там, или в холодную погоду, поставить этот монтажик и сделать правильный стик-микс. Давайте оденем сюда ПВА-конфету и забросим это все в воду. Значит, перед тем, как одевать конфету, напоминаю, надо вытереть. Можно об одежду, можно об специальную тряпочку, поводок. Лучше всего дать просохнуть, потому что оно растворит нашу конфету. Буквально 2-3 минуты оно его. Также данную пенку, тапочки, можно использовать в качестве подсадочки к тонущей насадке. Вот у меня вот эта вот тонущая насадка идет. А сверху маленькая шапочка. Она таким образом балансирует нашу тонущую насадку и получаем взвешенный вафтерс. И тогда на дне располагается крючок, лежит вот так вот, а насадка стоит столбиком. Это тоже одно из интересных таких презентаций вашей насадки. Возьмите на заметочку. Сейчас я хочу поделиться с вами о том, как я делаю свой монтаж. Называется он румынский инлайн. Я не знаю, наверное, потому что его первые румыны придумали. Но на сегодняшний момент это один из популярнейших монтажей у наших спортсменов. Значит, изготавливается он очень просто. Все, что нам для того, чтобы изготовить, надо трубочка. Трубочки эти продаются там в 3-4
вариациях, с более тонким, более толстым внутренним диаметром. Значит, нам толщина такова, чтобы сюда проходил спокойно шок-лидер или лидкор. Такой монтаж я сейчас вяжу на шок-лидере без лидкора. Значит, для удобства презентации я буду показывать не на удилище, а вот на бобине. Значит, представим, что это наш шок-лидер, который от удилища идет. Первоначально здесь нам надо одеть обычную бусину. Это бусина стопорящая. Я беру маленькую резиновую бусину с стандартным отверстием. Это отверстие делает множество компаний, но вот в нашем случае отверстие, которое здесь есть, достаточно большое, и оно будет свободно бегать по шок-лидеру и не будет тормозить, не будет выполнять свою функцию. Я делаю перпендикулярно, обычной острой иглой, перпендикулярно уже существующему отверстию, делаю новое отверстие с помощью иглы. Очень аккуратно одеваю его и одеваю эту бусину на наш шок-лидер. Все, бусина одета. Опять же повторюсь, представим, что это наше удилище. Вот все в такой форме. Теперь нам понадобится вот такая вот трубочка. Значит, что я делаю? Трубочка длиной 20-25 сантиметров. Если она идет длиннее, ее можно обрезать. Это достаточно длинноватая. Вот так вот. Теперь берем обычную зажигалку. Опаливаем один край. Делаем пятку, так называемую. Сейчас немножечко она остынет. 2 секунды. И вот так вот с помощью зажигалки сделали вот такую пятку. Все. Значит, теперь нам надо наше старое инлайновское грузило. Очень часто у грузил инлайн вот эти внутренние вставки, они приходят в негодность. Ну, как раз в нашем случае такое грузило. Значит, я достаю оттуда вот такую вот вставку, отрезаю. Вот эта часть нам не нужна. Остается только вот часть, в которую вставляется вертлюг. Значит, перед тем, как одеть эту вставочку назад, я одеваю трубку вот таким вот образом сюда и стопорю, опять же, нашей же вставкой обратно в наше грузило. Вот что получилось. Вот такая вот вставка. Теперь пропускаю сюда наш шок-лидер. Можно, опять же повторюсь, можно вязать такой монтаж на лидкоре. Это будет несколько проблематично, но бывают трубки с более толстым внутренним сечением, и тоже достаточно легко вот так вот продеть. Я поспешил одеть эту трубочку резиновую. Так, вот вышел конец нашего шок-лидера. Продеваем его сквозь нашу бусину. Не бусину, а кусочек инлайн вставки и стопорим нашу трубку в грузиле, так, чтобы она была неподвижной. Теперь нам надо взять любой отбойник. Отбойников существует куча. Я возьму самый стандартный, который у нас есть. Вот в виде бочоночка. Отбойник, он предназначался для бегущего сначала монтажа, потом для вертолета. Одним словом, здесь не так критично. Самая главная его функция — это спрятать в середине у себя вертлюг. Продеваем его сюда и берем быстросъемный вертлюг. Для такого монтажа я использую быстросъемные вертлюги Flexi, которые одеваются с быстросъемной застежкой через кольцо с обычным вертлюгом. Это для подвижности всего монтажа. И привязываю вертлюг с помощью обычной петли. Здесь делаю петлю 8. Тут красота абсолютно не важна, потому что это все будет спрятано. Отрезаю ненужный кусочек. С помощью петля в петле одеваю вертлюжочек сюда. Есть, получилось. Все очень просто. Теперь мы одеваем сюда нашу бусинку. Опускаем вот так и стопорящей бусой поджимаем. Все. Вот весь монтаж готов. Повторюсь, называется он румынский инлайн. Трубочка эта очень хорошо себя показала во время сильного ветра. Она стабилизирует грузило.
не дает ему вилять во время полета. И одновременно она выполняет функцию противозакручивателя. Потому поводок, который сюда мы цепляем с помощью маленькой трубочки. Теперь берем, отрезаем маленький кусочек от обычного резинового противозакручивателя. Ну, может, длиной, не знаю, на миллиметров 8-9, не больше сантиметра. Одеваем его на наш поводочек. И завершает это все наш монтаж. Одеваем поводок на быстросъемный вертлюжок и закрываем резинкой. Значит, как видим, подвижность у поводка осталась максимальная, но при этом слететь с вертлюга у него шансов нету. Все. Вот такой вот монтаж. Во время полета поводок уходит сюда, и грузило летит вот таким вот образом. При приводнении оно падает, и за счет того, что это инлайн, засечка всегда идеальная. Это считается одна из самых эталонных засечек. Всегда по центру нижней губы. Ну, вот такой вот монтаж. Ничего себе, какой такой резкий парень попался. Небольшой, а такой резкий. Наверное, от того, что здесь вода чистая, все-таки и рыбка здесь такая более чувствует себя агрессивно. Поклевка хорошая после ночи, но рыба успела зайти в корчи. И я чувствую, что я не смогу ее туда достать. У нас нету лодки. Как вариант, можно подождать, пока она сама туда выйдет, для того, чтобы не обрывать снасть. Наверное, так и сделаем. Оставлю на родподе. Там такая опасная зона, весь берег закоряжен, и мы потеряли сегодня уже 5 рыб из-за корях. Вся сложность в том, что фрикцион должен затянут быть на максимальном пределе. Вот такой баланс, который позволит стравливать леску, но очень-очень медленно. Но эта рыба небольшая, я чувствую, очень небольшая.
Вот такая вот история. Очень много мусора. Идет сход за сходом. Очень трудовой процесс. Вообще так много мусора. Сейчас будем разбираться, думать, почему происходят сходы. Я не могу понять. Потеряли 5 рыб в корягах и потеряли 5 рыб на сходах. Сходы, я так понимаю, из этого мусора. Сейчас будем разбираться. Буду менять монтажи. Не монтажи, буду менять оснастку. Наверное, буду сейчас одевать лентяйку или термоусадочную трубку. Ну, буду одевать лентяйку. У меня есть лентяйки. Не могу понять. Рабочий монтаж. Сейчас будем разбираться. Есть у меня подозрение, почему у меня происходят сходы. Я сейчас использую крючок номер 8. Ну, это один из моих любимых крючков, я повторюсь. Но сейчас я так понимаю, что мне надо кардинально поменять размер. И сейчас буду ставить weight gap номер 2. И буду одевать на него лентяйку. Рыба здесь сильная, дикая, и у нее губы не мягкие. Она питается естественным образом. Спортсменов тут нету. Рыбу тут тоже никто не кормит целенаправленно. Потому рыба очень мощная. Я так подозреваю, что просто мои тефлоновые крючки 8, они просто-навсего не успевают пробивать нормально рыбе губу. Потому я сейчас поставлю вот weight gap номер 2. Это классик, он более тонкий, проволока, этот крючочек. Я одену на него для большей просекаемости еще лентяйку. Сейчас вяжу монтаж. Сейчас решил перейти вот на такой монтаж. Поставил сюда тонущую лентяйку. Это из новой серии нашей Карпро со свинцовым вкраплением. Значит, она утяжеляет крючок и одновременно скрывает его блестящая поверхность. В качестве насадки здесь идет пелец-криль. Пелец-криль 8 мм. И шапочку попапа я поставил фруктового. Значит, сейчас одеваем ПВА-конфетку. Самое главное, чтобы крючок не попал в пелец, надо следить за этим внимательно. Можно вот так вот вынести, и все. Он растворится. Одеваем резинку и забрасываем. Давай. Ох и поклевки. Физкультурные прямо. Нет, уже в коряге. Уже в коряге. Выходи. Выходи по-хорошему. Вот так вот. Давай. Отлично. Давай, родной, давай. Не надо туда. Не надо там коряги. Я уже вижу. Бегемот, просто бегемот. Ребята, удочка 3-5 унций. Она... Куда? Не, нельзя. Не. Давай. Нет, я тебя туда не пущу. На меня. Давай, родной, давай. Пожалуйста, выходи. Все, уже в коряге. Вот. Выходи. Это что-то невероятное. Я бежал 2 секунды до родпода. 2. Фрикцион затянутый. Все равно он умудрился затянуть корчи. Как так? Как же так? Сейчас подождем, может он немножко потанцует в корчах и попытается сам уйти оттуда. Так иногда бывает.
ребята. Только благодаря помощи коллектива водоема Плитница, конкретно Алексея, за что ему большая огромная благодарность Алексею. Нам удалось спасти рыбу, мы ее не травмировали, более того, мы ее взяли. Посмотрите, какой красавец, карп черный, сразу видно, рыба живет в корягах. Фу, сейчас мы выйдем. Опа. Так, надо мат намочить. Тапочек. Маленький желтый тапочек. Сейчас мы. Ну, конечно, боец. Такой небольшой, а боец. Ах. Сейчас плавники. Осторожно. Плавники. Так. Есть. 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 Итак. Ай, красавчик. Смотрите, какой красавчик. Черный. Просто рыба в корягах сидела. Если бы, конечно, не помощь с лодкой, я бы ее не взял бы никогда в жизни, ребята. Есть у меня ошибка. Я намотал основную 0,25 леску для таких условий. 0,3, 0,32 не меньше надо мотать, потому что, в принципе, с рыбой невозможно справиться. Дистанция небольшая ловли, но такая у нее стартовая скорость. Ай, красавчик. Посмотрите на этот шип. Этот шип как у акулы. Это настоящий дикарь. Очень красивый карп. Опять же черный, но это специфика водоема. Здесь вся рыба такого цвета. Бронзово-черного. Очень красивая. Посмотрите, какая форма вытянутая. О, очень сильная рыбка. Что ж, нам напоследок повезло. Когда мы уже начали собираться, к нам в гости пожаловал вот такой вот красавец. Посмотрите, какая красивая рыба. Поистине настоящий дикий водоем. Посмотрите, какой он черный. Сразу видно, рыба живет в корягах. Вот таким вот красавцем мы завершаем нашу двухдневную сессию на водоеме Плитница. Ребята, это настоящий водоем в английском стиле, который подарит вам шикарное ощущение от карповой рыбной ловли. Все. Не волнуйся. Все. Надо его отпускать. Итак, на этой мажорной ноте мы подводим финальную черту нашего пребывания на водоеме Плитница. Водоем для нас оказался действительно тяжелым. Мы приехали не готовыми к тому, что водоем закоряженный. У нас были другие монтажи, у нас были другие лески. Мы сумели перестроиться и чуть-чуть поймать рыбы. Я думаю, каждый рыболов, кто побывает на этом водоеме, почувствует себя на настоящей рыбалке в диких условиях. Итак, я думаю, это наша не последняя вылазка. До новых встреч на Флагман ТВ.